Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. Сегодня будет обзор и распаковка вот такого жесткого диска Seagate на 5 терабайт. К сожалению, мой SSD-диск, который я покупал совсем недавно, был подключен к китайскому USB-хабу, он мигнул и больше не включился. Видимо, произошло какое-то короткое замыкание и все, собственно. Кстати говоря, к PS4 он подключился как внешнее хранилище, несмотря на то, что в нем 250 гигабайт. Даже провел кое-какие тесты. В принципе, неплохой диск, но главное имейте в виду, не подключайте его к китайским USB-хабам. Знакомство с фирмой Seagate у меня началось вот с этого жесткого диска, тоже на 5 терабайт, только уже 3,5. К сожалению, он начал глючить. 5 лет почти прошло, и он раскручивается, потом цокает, опять раскручивается и так далее. Так раз 5, и потом уже определяется. Поэтому с него я информацию перенесу сюда, попробую с ним пошаманить, кое-что сделать. А после этого вот этот диск у меня пойдет на исходники для YouTube. К сожалению, они занимают очень много места, поэтому вот эта вещь мне необходима. Здесь мы имеем 2 года гарантии, 5400 оборотов, 2.5, не нужно дополнительное питание, USB 3.0 и объем кэш-памяти, который я не знаю, но мы это обязательно выясним. Самая низкая цена на этот диск была в DNS. Собственно, там я его купил. 8500 рублей. Но у меня была небольшая скидка, поэтому он обошелся мне 8270 рублей. В принципе, неплохо за такой объем. Давайте перейдем к распаковке, посмотрим, что внутри, а далее протестируем его. Сейчас можете поближе увидеть лицевую сторону. На боковой стороне и сзади коробки указана совместимость с Windows и macOS, а также всячески подчеркивается, что это расширение памяти по большей части необходимо ноутбукам. Оно и понятно, 2.5 диски не требуют розетки, и их удобно использовать в дороге с ноутбуками. Коробку я не вскрывал, фирменные пломбы Seagate наклеены с обеих сторон. Мой незаменимый ножичек поможет нам открыть очередную коробку. На этот раз я не буду использовать для подключения USB-хаба. Научился на своих ошибках с SSD-диском. Коробка сделана из очень плотного картона. Внутри расположился защитный блистер, который должен смягчить удары при транспортировке. И также внутри есть инструкция, которая не хочет выниматься, но магия монтажа, и она уже перед вами. Если хотите, можете прочитать на паузе. Откладываем все это в сторону и переходим к самому интересному. Ну, вот такой блистер. Сзади виден провод, который находится внутри. Осталось понять, как его открыть. И еще мне интересно, будет ли он греться, потому что уже заметно, что отверстий для отвода тепла нет. Отлично, упаковка открылась. Чтобы жесткий диск не терся об провод, его упаковали в пакетик. На сайте заявлен вес в 257 грамм при вот таких небольших габаритах. Внешне он представляет из себя плотный прямоугольник без отверстий. Лицевая сторона рифленая, как некоторые чипсы. И тут же логотип Seagate. На нижней части информация, на остальных пусто. Спереди расположился индикатор работы и разъем USB 3.2 Gen 1, которого с избытком хватает для скорости этого диска. Обратите внимание, что ножек нет и чехла тоже, так что придется закупаться на Алиэкспрессе. О проводе могу сказать, что он качественный, но короткий. Идеально подойдет для ноутбука, но для стационарника надо что-то длиннее. Комплектные провода в последнее время меня радуют. Главное, нет никакого питания, просто воткнул и готово. 5 вольт достаточно. Красота, лаконично и со вкусом. Подключаем его к компьютеру и видим, как замигал малюсенький белый индикатор работы. Как обычно, при первом подключении идет установка драйвера. И после этого у нас появляется съемный диск. Он уже отформатирован, и на нем даже записаны некоторые файлы. Фактически объем 4 терабайта 540 гигабайт. Что по файлам? У меня включено отображение скрытых файлов и папок. Поэтому тут я могу найти серийный номер, иконку, которая отображается при подключении, и, видимо, Outrun для нее. Кроме этого, тут присутствует программа для регистрации продукта и PDF-файл с информацией о гарантии. В свойствах диска видим файловую систему EXFAT и ровно 5000 гигабайт. Из-за разницы в подсчете реальный объем почти ровно 4,5 терабайта. И это нормально. Так уж исторически сложилось, что фактически объем меньше. Если посмотреть на жесткий диск через Acronis, то можно увидеть скрытый раздел на 200 мегабайт, предназначение которого мне неизвестно. Хотя основной массив он почему-то считает неотформатированным. Так что возможно просто глюк программы. Ну и да, все разделы в GPT, потому что объем больше, чем 2 терабайта. Система его видит как Expansion HDD.
Решил для наглядности сравнить его с моим 3.5 внешним жестким диском. Напомню, они оба объемом на 5 терабайт. Да, у вас сейчас на экране 10 терабайт данных. Вот и думайте, заниматься ютубом или нет. Он прям крохотный и очень легкий, прям пушинка. Уже на Алике заказал для него резиновую накладку, чтобы у него была хотя бы минимальная защита от падения или удара. По поводу совместимости с microUSB 2.0. Вот перед вами сравнение 3.0 и 2.0. Как говорится, найдите 10 отличий. По конструкции видно, что microUSB 2.0 можно подключить в этот жесткий диск, но почему-то многие думают, что работать не будет. Давайте проверим. Подключаем наш кабель. Пожалуйста, диск определился. Вопрос закрыт. Совместимость есть. Теперь проведем небольшое расследование. Перед вами информация о жестком диске. Без нагрузки он достаточно прохладный. Имеем заявленные 5400 оборотов. Включался всего пару раз и время работы 0 часов. Ну и соответственно он SATA 3. Но объем кэш-памяти нам неизвестен. Думаю, все понимают, что внутри стоит обычный 2.5 жесткий диск, который при желании можно вынуть из коробки и поставить в ноутбук. Левая часть маркировки — это собственно модель жесткого диска, а правая часть обозначает, что он вставлен в бокс для внешнего использования. И раз уж я покупал его в DNS, то вот перед вами тот жесткий диск, что стоит внутри. Маркировка совпадает. Да, стоит он 17 тысяч. И это, как бы ни казалось странно, норма. Многие так экономят на покупке. Внешне стоит в 2 раза дешевле, но при этом внутри них стоят те же самые диски. Просто вынимаем его из коробки и готово. Я так сэкономил на своем 3.5 жестком диске. Ответа, почему так, никто не знает. Однако, если его вынуть, то теряется гарантия. Конкретно по этой модели. У нас 128 мегабайт кэш-памяти и заявлено 140 мегабайт в секунду на чтение и запись. Но имейте в виду, он очень толстый, 15 мм. В PS4 его уже не вставить, там максимум 12,5 мм. Да и в ноутбуке вряд ли поместится. Ну и еще вес, 190 грамм, плюс коробка. Вот и выходит 257 грамм. В общем, вот вам исчерпывающий ответ, какие у него характеристики. Переходим к тестам. Они проводились на материнской плате, поддерживающей USB 3.2 Gen 1 Crystal Disk Mark. Один тест на 1 ГБ и 2 на 4 ГБ. В целом результат упирается в потолок пропускной способности USB 3.2 Gen 1 от Top Benchmark. По одному тесту на 1 и на 4 ГБ. Тут можно посмотреть результаты работы с мелкими файлами. Естественно, скорость ниже, но для внешнего жесткого диска это вполне хорошие показатели. И в заключение AES SSD. Вообще он создан для тестов SSD дисков, но если интересно, то он показал следующие результаты. В общем, 140 мегабайт в секунду, заявленные на чтение и запись у Seagate Barracuda, оказались верны. И раз уж у меня много контента про PS4, то да, этот диск подойдет в качестве внешнего хранилища. Тесты USB 2.0 упираются в максимум пропускной способностью этого интерфейса. Скорость уже не такая впечатляющая, но чисто для галочки решил показать результаты и этих тестов. В целом все стандартно, учитывая, что это простой жесткий диск. Мелкие файлы начинают показывать хорошую для USB 2.0 скорость после 64 килобайтных файлов. И раз уж обзор не проплачен, то можно сказать и про минусы этого диска. Ну, например, у него нет никакой защиты. Вообще. Просто пластик, у которого даже нет ножек. А это, на минуточку, портативный жесткий диск. microUSB 3.0 в данном случае как плюс, так и минус. Плюс в том, что есть совместимость с microUSB 2.0, и такой кабель можно найти везде. Но по мне, Type-C бы здесь был бы уместней. Комплектный кабель достаточно короткий, а найти вот такой длинный и качественный именно с USB 3.0 не так уж и просто. Также у него нет отверстий для отвода тепла, хотя тут спорно, меньше шансов залития. Несмотря на все это, он мне понравился. Еще бы стоил 1007, тогда был бы вообще топ. Но курс дает о себе знать. Пока я делал этот обзор, вот такие диски из этой же линейки на 2 и на 4 терабайта уже подорожали на 300 рублей. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.